Всем привет! Сегодня буду шить мужской лонгслив по готовой выкройке. Она бесплатная, я поделюсь ею с вами. Ссылка будет внизу в описании. Выкройку я уже распечатала. Все это склеила скотчем, потом перенесла на обычную клеенку. Вот мои детали выкройки. Первый раз лонгслив получился у меня вот такой. Все классно, размер соответствует, хорошая длина, правильный рукав. Единственное, что мне не понравилось, это широкая горловина. Ее я буду делать меньше, прибавлю по горловине 3-4 сантиметра. Вот такой план на сегодня, но сначала пойду сделаю домашний крем для рук. Это баночка, в которой я обычно все сразу же мешаю. Это все ингредиенты, которые мне понадобятся. Сначала беру гель алоэ. Его будет больше всего, треть баночки. И прям так щедро его выливаю. Дальше идет обычный крем для рук. Вообще можно брать любой, даже не для рук. Просто крем, который такой плотненький. Его примерно как-то вот так. Дальше идет касторовое масло. Оно, говорят, хорошо размягчает кожу. По сути, так и есть. Но его прям чуть-чуть, потому что оно очень жирное. Вот так, чуток. Следующим пойдет глицерин. Добавляю чуть больше, чем касторового масла. И оливковое маслице. И еще добавлю ароматизатор. Будет пахнуть топленым молочком. Теперь надо аккуратненько все перемешать. Перемешивается он отлично. Получается такая классная, гладкая структура и консистенция. Ну все. Видите, какой прям гладенький, жиденький. Что осталось сделать? Осталось взять крем. Я возьму остатки с палочки. Наносим крем. Я наношу только на верхнюю часть кистей. Предварительно, конечно, в идеале нужно сделать скраб, горячей водички руки пропарить. Но у меня сейчас нет на это времени, поэтому просто намазала крем и беру перчатки. У меня не такого страшного синего цвета, другого не было. Почему-то прозрачные у нас исчезли из магазинов. Вот, одеваем перчаточки. И буквально час-два я в перчатках буду кроить, шить, убирать, готовить. В общем, это моя спа-процедура на сегодня. И приступаю к раскрою деталей свитшота. Здесь все как обычно. Складываю ткань пополам, прикалываю деталь выкройки переда и спинки и вырезаю. Затем приступаю к рукаву. Беру оставшиеся обрезки ткани и иду с ними, чтобы подобрать мне нитки. Подобрать нитки тон в тон мне не удалось, но оверлок все скроет, внутренние швы будут плюс-минус подобные цвету ткани. За оверлоком моя первая задача — это подобрать правильные настройки оверлока, чтобы шов был и ровный, и красивый, и достаточно крепкий. Причем я уже поставила две совершенно новые трикотажные иглы и настроила дифференциал на максимум, так чтобы ткань у меня немножко собиралась, а не растягивалась по шву. Сразу настраиваю машинку на шитье двойной иглой.
Двойной иглой я обработаю плечевой шов для его укрепления и как декор. Также двойная строчка будет у меня идти по горловине и на подгибки рукавов. А еще мне не хватило ткани на сам рукав. Получилась примерно длина по локоть, это маловато, поэтому я пристрочу еще остатки ткани, такие квадратики, чтобы у меня рукав получился полной длины. И получившийся шов буду отстрачивать двойной иглой. После отстрочки на утюг все хорошо отпарить, разгладить. Прикалываю плечевые швы. Стачиваю их на оверлоке. Отпариваю шов на сторону спинки. Прострачиваю двойной иглой. Плечевой шов готов, теперь можно браться за рукав. На выкройке есть отметка центра рукава, которую я прикладываю к плечевому шву, и остается соединить остальные части по окату рукава передней и задней части свитшота. Стачиваю все на оверлоке. Отпариваю утюгом. После чего можно уже будет сделать один большой шов, а точнее два, через боковые части и рукава, и боковушек свитшота. И, конечно, не забываю про водный режим. Подгибаю и отстрачиваю рукав. И время для паузы. Немножко отдохнуть на прана-мате. Теперь можно и снять перчатки. У меня было достаточно времени, чтобы напитать и увлажнить кожу моим кремом-маской. Свитшот почти готов. Мне осталось сделать манжет для низа и обработать горловину. Выкройка манжет не предполагает, это уже так, мое отступление небольшое. Манжет по низу я делаю шириной 9 см. Для горловины беру обтачку шириной 7 см. Складываю пополам и манжету, и обтачку, проутюживаю. Нахожу середины, и середин на обтачке, на манжете и на самом свитшоте. Для того, чтобы все это соединить, сколоть и стачать на оверлоке.
Хорошенько все отпариваю. Шов горловины по спинке спрячу под киперной лентой. Для этого сначала приметываю киперную ленту вручную, а потом уже прохожусь на машинке. Свитшот готов, но я хочу еще его украсить термотрансферным рисунком. И вуаля! Покажу вам оба свитшота, но супруг мой на работе, поэтому буду показывать на себе. Свитшоты я шила по одной выкройке, ссылка на которую будет в описании, но свитшоты получились чуток разными. Во-первых, потому что разная горловина. На втором свитшоте, который справа, она меньше. Горловине выкройки я прибавляла по 2 сантиметра. Второе отличие – это размер. Я брала самый маленький размер выкройки, но свитшоты у меня получились разные. Тот, который слева первый, он у меня вышел на 1 размер меньше, только лишь за ткани, которая очень сильно села после стирки. Но в целом могу сказать, что выкройка чуток больше мерит. Самый маленький размер, который должен быть S, он больше идет на M. Учтите это при выборе размера выкройки. А у меня на сегодня все. Большое спасибо, что были со мной. Отличного вам шитья, забирайте выкройку себе и радуйте своих мужчин. Всем пока-пока!